Значит, в первой части этого осеннего путешествия мы проехались по интересным местам Тернопольской области, рекам, замкам и виадукам, и навернули несколько километров по самой большой пещере Евразии, а потом мотнулись в прекрасные Буковинские Карпаты и на заброшенную станцию Памир. Ну а после выехали в сторону Черновцов. И вот так мы оказались здесь. А вот что ждет нас во второй части. Мы посетим фестиваль шаров над легендарным замком в Каменце-Подольском, увидим рассвет над самым красивым заливом и узнаем, где кроме Закарпатья есть приют для вот этих мохнатых задниц. Под разными углами взглянем на так называемый украинский Хогвартс и еще много чего исторического и, конечно, красивого. А начнем, вернее продолжим мы с Черновцов, куда мы спустились с Буковинских Карпат. Город занимает достойные позиции во всяких списках, куда бы поехать в Украине, во многом благодаря вот этому месту. Лично, по моему мнению, Черновицкий университет – это самое красивое здание в стране. Построено это добро было в конце 19 века, с использованием нескольких архитектурных стилей и дендропарком на заднем дворе. В наши дни вся эта челюстеотвисательная территория – вполне действующие учебные корпуса. Но так было не всегда. Изначально этот архитектурный ансамбль, а именно таким термином называют несколько зданий, которые дополняют друг друга, был резиденцией митрополитов Буковины. Проект стоил безумных на тот момент денег, и его разработал молодой чешский архитектор Йозеф Главка. Вам это лицо вряд ли знакомо, а вот здание Будапештского парламента, в строительстве которого он принимал участие, вы наверняка видели. Но в этот ансамбль главный корпус Черновицкого университета переехал только после Второй мировой войны. Как я и говорил, тут использованы элементы разных архитектурных стилей. Восточные нотки в башнях, готические в стенах и крыше, а вот этот узор на черепице, который делает здания похожими на пряничные домики, это традиционный гуцульский орнамент. А еще на территории настоящая действующая церковь. Сейчас она в том числе используется факультетом теологии, это изучение разных религий и течений, и выглядит внутри примерно вот так. Но интересно не само убранство, а то, что в эпоху советского атеизма зал церкви использовали в качестве вычислительного центра, и там стояли компьютеры Минск. Такое вот слияние религии и высоких технологий. В общем, снаружи здания просто отвал башки. А проникнуть внутрь во время карантина можно только в составе экскурсий, которые проводятся тут до 5 вечера. Вскочили в последний экскурсионный вагон. На экскурсионном вагоне мы поднялись в главный корпус, и внутри он впечатляет не меньше. Лестница с колоннами и росписью на стенах, оригинальные оконные рамы с мозаикой, всякие старые гербы и просто шикарный актовый зал. Современная его версия – это результат реставрации после пожара, а до него, в начале 20 века, этот зал выглядел как настоящий Версаль, с мраморными полами и потолками выше на 2 метра. Но в зале того времени точно не было вот такого баннера. Я думаю, довольно очевидно, что ЮНЕСКО просто не могли пройти мимо. А вот этот красный зал пожар обошел стороной. И он в оригинале. Китайский шелк на стенах, красное дерево на потолке и какие-то супердорогие серебряные зеркала по сторонам, перед которыми не устоит даже самый далекий от селфи в зеркало человек. Что, ну красивое же? Ну зеркало красивое. Ну пойдем, пойдем. Ну все, ну пол на тебе. И финальный штрих во всем этом великолепии — какое-то совершенно особенное чувство юмора и умение расставлять акценты от местного экскурсовода. Тот корпус перекрывали в 2011 усилиями Николая Яновича, немножко протекает. Это в 2007 усилиями Арсения Петровича протекает еще больше. А тот, что с правой стороны должно завершить перекрыть в этом году усилиями медиамагната господина Фирташа, выделившего $1 000 000 нашему вузу еще до своего полета в Австрию. Еще не течет. Везер вернется. Он здесь начал свою творческую деятельность в пожарной части в Черновцах, да. А первый электрический трамвай по Черновцам приехал в 1897. В первый день было 5 жертв. Железнодорожный вокзал открыли 1 сентября. Часовая экскурсия пролетает как одно мгновение. И если пытаться найти недостатки в этом украинском Хогвартсе, а так его многие называют, то это разве что слишком экономная подсветка, как для такого шикарного фасада. Вышли с университета уже затемно, попали на экскурсию очень харизматичного дядьки, зовут Николай. Если приедете в Черновецкий университет, обязательно убедитесь, что попадете на экскурсию именно к нему. Рассказывает очень круто, если вы умеете слушать. Ну а теперь время заселяться и готовиться к завтрашнему дню.
прежде чем мы двинем дальше, напомню, что пока я вот тут путешествую, моя квартира под защитой охранной системы Ajax. Это профессиональная система безопасности, которая защищает ваш дом от взлома, пожара, или потопа. Главная фишка Ajax в том, что там нет никаких проводов, поэтому ее можно устанавливать как на съемную квартиру, так и на квартиру после ремонта. И безумная простота в управлении. Контролировать систему можно как с мобильного приложения, так и вот с такого вот брелочка, с которым справится даже пожилая соседка, которая приходит кормить котов. True story. А камера с датчиком движения Motion Cam будет присылать вам в приложение анимированные фотографии каждый раз, когда срабатывает система. И вы самостоятельно сможете оценить, это действительно кто-то пробрался в квартиру. Или та же соседка забыла снять с охраны, когда приходила кормить котов. True Story 2. В общем, реально рекомендую Ajax для того, чтобы не париться о своем жилье в путешествиях. Ну а ссылка, по которой можно заказать установку Ajax с 10% скидкой, все еще лежит в описании видео. Утром мы покидаем Черновцы и едем смотреть сразу несколько чудес Украины. Первое из которых это то, что впервые за 4 дня наконец выглянуло солнце. А остальные сейчас покажу. Но сначала быстрый ответ на вопрос, какие еще чудеса. Есть такой знаменитый список 7 чудес Украины, в котором из множества разных локаций отобрали 7 победителей по исторической значимости, красоте и уникальности. И 2 из них находятся всего в 30 километрах друг от друга на границе 2 областей. И начнем мы с Хатинской крепости. Над берегом Днестра огромной каменной глыбой нависает одна из самых значимых крепостей не только в истории Украины, но и в истории всей Европы. И сейчас мы быстренько разберемся, что же в ней такого значимого и что тут посмотреть. Сразу на входе в Хатинскую крепость возникает жесткая экономическая дилемма. Прочитать все факты на сенсорном экране, который, кстати, впервые вижу в Украине, вот в таком месте, не в каком-нибудь арт-центре, а вот возле крепости, либо взять экскурсовода за 250 гривен с группы. Пока что читаем. Укрепления в этом месте существовали больше 1000 лет. Сначала деревянные, потом каменные, и на протяжении веков и войн крепость побывала во владении разных империй и королевств. Значительную часть времени она была во владении турков. Они же внесли сюда наибольшее количество модернизаций. В ходе войн на этих землях церкви менялись на мечети и обратно. И, например, вот эта церковь была построена после российско-турецкой войны, и возле нее какое-то время находились остатки турецкого минарета. Кстати, вскоре после этого строительства крепость потеряла свою значимость в качестве оборонного пункта и медленно эволюционировала в архитектурный заповедник с многочисленными музеями. Этим Хатин, кстати, выгодно отличается от самой большой в Украине Акерманской крепости, в которой, несмотря на огромные масштабы, внутри довольно пусто. Слушайте, в отличие от Белгород-Днестровской крепости, тут есть что посмотреть, кроме голых стен. Тут куча всяких элементов казацко, молдовско, польско-турецкой истории этой огромной крепости. Раз уж мы заговорили об истории, то вкратце расскажу, чем же это место так значимо для Европы. В 1621 году вовсю шла польско-турецкая война, и возле Хатина произошла одна из самых важных битв, в которой объединенное войско казачества, поляков и литовцев одолело 220 тысяч турецких солдат и вынудили Османскую империю остановить свою экспансию в Европу и пойти на мирный договор с Речью Посполитой. Договор этот имел колоссальную важность, но был не очень выгодным для казачества. Но это уже, как говорится, совсем другая история. Ну а для туриста же Хатинская крепость очень колоритное место, однозначно стоящее посещения. Ну а теперь быстро переезжаем к следующей локации. Если в Хатине особый интерес представляет только крепость, то в Каменце-Подольском весь старый город записан как чудо Украины. Тут какое-то безумное количество памятников архитектуры, и по этому показателю небольшой город уступает только Киеву и Львову. Но мы, как типичные туристы, сходу двинули смотреть на главное достояние – местную крепость, и снимать самые попсовые кадры подъезда к ней через мост. Потому что въезд в Каменец-Подольский не считается, если не снять вот такие вот кадры с дрона. Кстати, этот замковый мост совсем непростой. Это единственный в Украине, а возможно и за ее пределами, мост, который идет не поперек течения реки, а вдоль. Все дело в том, что изначально город основан в такой петле каньона реки Смотрич, и мост соединяет город и крепость через единственный перешеек суши. С момента своей постройки еще при Киевской Руси в истории крепости также было замешано много княжеств и государств, но таких масштабных битв, как под Хатином, тут, к счастью, не было.
И быстренько пройдемся по тому, что ждет посетителя крепости сегодня. Возможность подняться по замковым коридорам на башню, узнать разные бытовые подробности о крепости, заглянуть в дуло разных размеров орудий тех времен и пострелять из арбалета. О, десяточка. Молодец. Десяточка. Вот. В случае чего я могу самообороняться. Вот будешь ты, Макс, меня еще обижать? Достану свой арбалет из колчана. Но, разумеется, примчались мы сюда не ради луков и арбалетов, как, собственно, и все эти люди на смотровой площадке. А приехали мы ради вот этого, ради фестиваля шаров в Каменце-Подольском. Каменец-Подольский – это, простите за заезженное слово, колыбель воздухоплавания в Украине. Первые шары полетели тут еще в 18 веке, и с тех пор каждый год проводятся фестивали, когда в воздух поднимается весь местный флот. В этом году весенний фестиваль был завернут в ковер карантина, поэтому мы просто обязаны были попасть на него осенью. Конечно, по размаху это значительно уступает рассветным шаролетным мероприятиям в Каппадокии, на которые мне посчастливилось попасть, и я даже снял это на видео, вот оно. Но все же вид шаров, парящих над башнями замка, зрелище, стоящее приезда сюда. И немного прикладной информации. Полетать можно и вне фестиваля, стартует на закате и рассвете почти круглый год. Но, как и везде, полет может быть перенесен из-за погоды, поэтому лучше закладывать несколько дней. Ну а цена вопроса примерно от $100 с человека, в зависимости от турагентства. Отлетали шарики, их было всего 11, и теперь мы можем искать место под палатку с чувством отсмотренных шаров. Ночлег ждет нас в одном из самых живописных мест Украины. Вернее, как ждет? Нужно его организовать, конечно же, по темноте. Нашли что-то похожее на место для палаток. Ну что, получается, увидимся утром. Ну и вот мы наконец добрались до места, с которого я начинал этот рассказ об осенних путешествиях. Это Бакота, она же Бакота, она же Бакота. За эту поездку я слышал все 3 варианта ударения. Это огромное водохранилище, которое когда-то было селами, которые затопили для того, чтобы построить гидроэлектростанцию где-то по течению Днестра. Кто-то, услышав про затопленные села, может представить себе Атлантиду и дома под водой. Но затопление было гораздо менее трагичным, хоть и не без своей драмы. И чтобы разобраться, небольшая историческая справка. В давние времена, а это где-то 15 век, Бакота была влиятельным городом. Вот она даже на карте тех лет обозначена наравне с Каменцом. Но к 20 веку Бакота и соседние села медленно пришли в упадок. И в 70-х годах течением индустриализации к берегам прибила новость, что всю эту долину будут затапливать для строительства ГЭС. Жителям посчитали компенсацию за их дома, но выплатили только 80%, а оставшуюся часть обещали выплатить только после того, как они посодействуют в сносе собственного жилья. И как по мне, это какой-то особый вид цинизма. В итоге села были расчищены, люди расселены, а долина в течение следующих 10 лет медленно заполнялась водой. И теперь стала вот таким вот грандиозным водоемом с видом премиум-класса. И возле него можно заночевать в палатках и встретить вот такой вот красивый рассвет. И все же довольно трудно переварить мысль о том, что полвека назад на месте этого залива был чей-то дом, а теперь это один из самых крутых пейзажей во всей Украине. С одной стороны, он чем-то похож на фьорды с этими холмами, уходящими под воду. А с другой стороны, тут отвесные белые скалы, которые по совместительству и самая известная смотровая площадка. Осенняя безлюдность придает всему особого шарма. Можно без посторонних любоваться местностью и, конечно же, без стеснения делать инстаграмный контент, прямо не отходя от кассы. Утро обычного человека тут начинается там с кохвы, там еще с чего-то, каких-то гигиенических дел. Утро контент-креатора начинается с того, чтобы перенести палатку на обрыв, типа мы вот прям так и ночевали. Очень красивый вид. Я пытаюсь просто что это. А вы еще типа ногами в обрыв? Да. Теперь возвращаем палатку домой. Не так прост контент, как лайки ставить. Кстати, ставьте. Я там в самом начале видео имел неосторожность обмолвиться, что в это время, в октябре, здесь мало народу.
Их сюда автобусом привозят для того, чтобы застать последние около теплые деньки. Осенняя безлюдность работает только первые пару часов после рассвета. После этого смотровая площадка заполняется экскурсионными группами, и приезд сюда с палаткой был прям в точку. В общем, Багата в синеватых цветах осеннего рассвета точно вошла в мой топ любимых картин Украины. Не знаю, есть ли такой термин, как пейзажный передоз, но только так я могу объяснить свое настроение в этот день. У нас по плану был переезд через Хмельницкую область с остановками в интересных местах, но ничто не смогло приблизиться и хоть немного вытеснить из головы утренний вид этого залива. Ни замок Меджибош, ни шикарный борщ в придорожном кафе Хмельницкий, ни одноименный город. И только под вечер мы приехали в село, в котором немного отпустило. Село Самчики присутствует на туристической карте Украины благодаря вот этой усадьбе 18 века. Усилиями местных она пережила революцию и войну и сохранилась в более-менее первозданном виде, с красивой территорией, с парком и фонтаном и практически киношным интерьером. Вообще, внутрь попасть можно только до 5 вечера, но над нами сжалился сторож и пустил на пару минут одним глазком осмотреться. Если вы повторили нашу ошибку и приехали после закрытия, то не беда. Парк все еще красив, а в реке возле усадьбы плавают лебеди. Такие места очень хороши, как небольшая перезагрузка от города и детокс после утреннего вида. Ну а мы едем ночевать в Бердичев, так что поближе к Житомиру, потому что завтра нас ждет целых 3 интересных локации в этой области. Значит, атмосферка в городе Бердичев. Соляночка, значит, пельменьки. Вот такой вот банкетный зал на нас 4 и свадьба еще сохла. Как бы атмосферно, приятно. Бельдяшки. И начнем мы наш житомирский треугольник с места, которое, несмотря на название, не имеет никакого отношения к скалам. Это приют для медведей «Белая скала». Тут живут медведи, которых вытащили из-за всяких не самых благоприятных условий для их жизни. Это всякие цирки, зверинцы и мое самое любимое — частные дома. Ну, вы знаете тот случай, когда внезапно маленький медвежонок размером с Сен-Бернара вырастает в медведя размером с Део Матис. Еще один нюанс этого места в том, что если не знать, куда ехать, то вы вряд ли случайно на него наткнетесь. Оно находится где-то в Житомирской области, и никаких вывесок или табличек тут нет. Просто нужно гуглить это место на карте и приезжать прямо сюда. Кстати, ходят слухи, что этот приют собирается переезжать в Бровары. Так что, если вы хотите застать его именно в этом месте, то у вас, наверное, есть всего несколько недель. Вход сюда абсолютно бесплатный, а экскурсию можно получить за 50 гривен. На екскурсіях можна попасти? Ну да, хотим послушать о мишках. Я можу вам провести екскурсію. О, если можно. Сотрудник приюта рассказал нам истории медведей, которые нашли тут убежище. Истории хоть и разные, но все связаны с жестокостью человека. Например, вот эту черную гималайскую медведицу Мальвину забрали из зверинца, где она жила в ужасных условиях и до сих пор иногда нервно перебирает лапами, заходя в клетку, где ее кормят. А вот эта медведица редкой тяньшанской породы по имени Чада. Ей уже 21 год, и для нее это заслуженный дом престарелых после многих лет в цирке. А это сыночек, и несмотря на имя, это взрослый 10-летний медведь, который не смог вырасти до полных размеров в передвижном цирке. Да, такая средневековая штука еще существует. Он не впадал в зимнюю спячку 9 лет, потому что его забрали из цирка, а там медведям спать не дают. И вот только недавно в этом приюте он впал в свою первую зимнюю спячку. Мы приехали сюда с утра, поэтому медведи еще не совсем проснулись, они такие немного вяленькие, но, как нам сказали, что где-то к 1-2 дня они начинают быть более бодрыми, ходить, общаться с посетителями, вот как Мишка, например. Мишка, он же Михасик, это самый крупный самец в приюте. Он попал сюда еще подростком и был очень пугливым, а теперь с удовольствием подходит к посетителям и оставляет свою реакцию на то, как мало времени я уделил ему в своем видео. Если честно, я никогда в жизни так близко не был к живому медведю, вот между нами 1,5 метра всего. Но не стоит забывать, что это не просто милые косолапые толстяки, а все еще опасные хищники. И в напоминание об этом они вот так, например, сточили всю кору с дерева своими когтями. Но, конечно, им все еще далеко до самого опасного двуногого хищника. Это я о людях, ну, если что. До этого я знал только об одном таком приюте для медведей, который находится в Закарпатской области. И знал я о нем потому, что это единственный государственный приют в Украине. А это частный приют, и существует он исключительно за счет благотворительных пожертвований, оплаты за экскурсию, ну и продажи сувенирки. Поэтому приезжайте сюда, покупайте всякие магнитики,
Ну а мы поехали дальше. Мы переезжаем в Житомир и идем в самое интересное место города, ну, по моему мнению, в музей космонавтики имени Королева. Тут как раз день открытых дверей в честь запуска первого спутника, и все довольно интересно. А тебе как, понравилось? Да, все довольно здорово. На небольшой территории музея выставлены реплики и оригиналы разных космических штук. Например, если вот эта капсула корабля «Восток-1» — это репродукция, то советский костюм астронавта — самый настоящий оригинал. И если вот этот макет лунохода никогда не покидал Житомир, то капсула «Союз-27» побывала в космосе. Ну и, конечно, детская мечта многих – настоящая космическая еда в тюбиках. Казалось бы, где космос и где Житомир? Но все дело в том, что Житомир – это родина одного из самых влиятельных людей в истории полетов – Сергея Павловича Королева. Через дорогу от музея – дом, где он вырос, и в нем целая экспозиция, посвященная непростой судьбе и карьере этого человека. В общем, очень интересное место, но специально рассказывать много ничего не буду, чтобы вы сами заехали в Житомир и посмотрели. И пока вы ищете билеты в Житомир, мы направляемся в село Старый Солотвин. На обратном пути заехали в одно из самых фотогеничных мест Житомирской области. Это домик рыбака на так называемом острове Любви. Но рассказывать об этом месте и делать тут особо нечего. Кроме, конечно, как Инстаграм находить. Значит, история какая? В 70-х насыпали искусственный остров, а через 15 лет на нем решили построить домик, который использовали как убежище от дождя для рыбаков и чтобы выставлять всякие охотничьи и рыбацкие трофеи. Строили, как говорится, всем колхозам, и вышла прям как картинка из книжки с местным фольклором. Маленькая избушка посреди пруда в окружении берез. В наши дни домик закрыт, и это просто колоритная местная достопримечательность, которой тоже возят туристов автобусами. Зачем? Конечно же, за красивыми романтическими фотокарточками. И так как это скорее просто красивая картинка для фона, а не какое-то важное историческое место, я решил здесь записать немного выводов о нашем осеннем путешествии. Нашу поездку можно условно разделить на две половины. Первую дождливую, когда я думал, что, наверное, как-то маловато с собой теплых вещей взял и вообще нужно надеть носки потеплее. И вторую, вот эту вот солнечную, когда я думаю, что жаль, что я сейчас не в кроксах, а в своих ботинках. Но в целом, действительно, в некоторых местах людей намного меньше. Природа красиво желтеет, поэтому выезжайте из дома осенью. Тут действительно красиво. Это видео получилось чуть более краеведческим, чем приключенческим. И хотелось бы слышать ваше мнение о том, были ли вам интересны эти небольшие исторические справки по ходу всего видео. Ну и в целом о том, какие из мест, которые я показывал в этом видео, были вам наиболее интересны. Мне, например, по душе больше всего пришелся тот незапланированный домик в Карпатах, в котором мы ночевали в первой части, Черновицкий университет и, само собой, Бакота. Это просто какой-то космос. Что касается планирования бюджета на такую поездку, то все очень сильно зависит от расхода вашей машины, само собой, что вы будете есть и, конечно, где вы будете жить. Мы, например, изначально планировали 4 ночи в палатке, но погода заказала чуть другую музыку и получилась всего одна. Ну, как по мне, довольно неплохая. Но вам спасибо, что посмотрели этот двухтомник об осенних путешествиях и, как всегда, увидимся в следующем видео. Как всегда, музыку прерывает этот голос после титров и напоминает, что в описании есть много ссылок разной степени полезности, в том числе и на мой инстаграм, где я пощу разные фотки с этих поездок.